Привет, с вами Андрей, у нас NetHack. Сегодня я хотел рассказать про рог единорога. Какие негативные статусы
форме человека, он, по сути говоря, безопасен. Но все равно не стоит его недооценивать, он в момент может превратиться и вас просто шлепнуть своими когтями или там зубами. Вообще с ликантропом я рекомендую драться в узком проходе, чтобы у вас за спиной было минимальное количество клеток. Если вас зажали, я вам сочувствую, потому что ликантроп вызовет призыв монстров, то есть у Вери Рат, то есть, собственно, крысы, Вери Вольф, волки, и Вери Шакал, шакалов вокруг вас вызовет, и вас просто забьют эти монстры, вне зависимости от армор-класса. Конечно, если у вас достаточно высокий армор-класс, вы сможете сопротивляться ему, но не у всех, скажем так, он бывает, поэтому при ликантропии помогает зелье святой воды. Если у вас благочестие, это, собственно, точнее, ваше вероисповедание благочестивое, либо нейтрал. Если у вас проклятие, то вам это никак не... Точнее, не проклятое, а хаосник, то вам это не поможет. Раненые ноги получаются, если вы попадаете в ловушки, либо в так называемые ловушки, либо Ксан может вам... мод такой есть, который вам может дать раненые ноги. Раненые ноги, по сути, сами по себе проходят. Можно особо с ними не заморачиваться. Амнезия. Амнезия ужасная. По сути говоря, это если вы прочитаете свиток амнезии, либо вы повзаимодействуете с этим, с мобом Пожиратель разума. Почему его и геноцидит? Потому что он крайне опасное существо. Исключение, если только вы сможете с ним как-то управляться. Почему он, собственно, на 6 уровне, где присутствует, если опознавать, в прайс-идентификации по скроллам, то есть по свиткам, у вас будет как раз на 6 уровне вот эти вот амнезии. Почему 6 уровень такой опасный? Из-за вот именно самой амнезии. Вот. Ну вот, собственно, про что я и говорил. Применение рога единорога исправит ваши недуги, как про непроклятая и благословленная версия. А проклятая, вот, собственно, вызовет заболевание. Поддержание способностей. Ну, собственно, фиксация способностей, кольцо, которое у вас зафиксирует ваши статы, то есть, например, вашу силу, ловкость, выносливость, там, мудрость и интеллект вам зафиксирует, и харизму, и у вас статы не будут прыгать. Но, опять же, это кольцо, оно, опять же, его надо найти еще. Поэтому не всегда у вас кольцо это будет в наличии. Собственно, при использовании разумным монстром руками непроклятого рога единорога декоративно с первой попытки монстры не будут использовать проклятого рога единорога. Ну, собственно, если, например, у них есть это рог единорога, они будут с себя снимать дебафы, особенно если на них повесили разумные монстры. То есть с интеллектом, то есть какие-нибудь большие, например, как объяснить, ну, люди, скажем, не знаю, те же стражники, не стражники. По крайней мере, я с ними сталкивался. Возможно, еще какие-нибудь демоны, суккубы и так далее. Опять же, они разумными считаются из-за этого. Погружение непроклятого рога единорога в определенное зелье также может вылечить его. Вылечить именно зелье. Погружение в зелье болезни превращает зелье. Погружение в слепоту, замешательство и галлюцинация превратит его в зелье слепоты. Нет, превратит его в зелье погружение рога единорога в зелье с замешательства, слепоты и галлюцинации превратит его в зелье воды. Тут немножко неправильно написано. Единороги могут использовать свой рог для лечения статусов, как и игрок, который превращен, собственно, вот, собственно, английская версия. Почему я и говорю, что тут немного неправильно написано, потому что там немного переврал перевод. Собственно, тут указано, что погружение именно дает
в зелье болезни, это фруктовый сок, а остальные зелья, такие как блидность, конфужен, галлюцинации, дают просто зелье воды, погружение рога. Но опять же, очень опасно погружать рог, не опознав зелье, что перед вами находится, потому что вы, скорее всего, просто не сможете потом он во что-нибудь превратиться, например, в какой-то другой предмет, если зелье полиморфа будет, и вы потом просто не сможете. Ну, желательно, конечно, иметь запасные рога. Собственно, как-то так. Продолжаем движение. У нас
очищение, так называемый канцелатиум называется. У нас в сумке лежит некоторое количество монет, собственно, еда, большой объем, большое количество скроллов. Тут самый важный скролл — это Scar Monster, собственно, устрашение монстра. 6-й уровень свитка, неизвестно пока, что еще из себя представляет. Неопознанный спеллбук, который стоит прозвонить и поднять, во-первых, его в себе в инвентарь. И пробежаться, посмотреть, пока мы на уровне с оракулом. Не с оракулом, а с алтарем, стоит пробежаться, посмотреть. Смотрим. Бежим, бежим, бежим. Пробежали. Видим то, что к нам идет Халк. Он, тут написано PSC Full, но он нас может атаковать, скорее всего. Поэтому не стоит надеяться на то, что текущий моб, кстати, достаточно больно бьет. Он еще кидает конфузию. Достаточно сильный моб, если быть точным. Мы слепые. В данный момент у нас блинд, как вы видите. Мы снимаем повязку на глаза и начинаем дропать. Получается, дропаем свиток на алтарь, дропаем книгу на алтарь, которая у нас присутствует. Также стоит дропнуть зелье, которое у нас присутствует. Они все не проклятые, собственно, мы их поднимаем. Также смотрим, что мы еще не посмотрели, чтобы у нас... В теории можно позвонить книгу, но книга у нас по магии нам вообще откровенно не завезли. У нас, собственно, Divination, это предсказание, у нас прокачано. Нам нужен плюс 1 уровень, чтобы получить за него опыт. Нам об этом пишут вот сверху в скобочках вот указаны. То есть нам недостаточно опыта, чтобы апгрейдить. Первая строчка, а вторая строчка, собственно, вы не можете загрейдить, и вы достигли, собственно, максимума в своем развитии текущей способности. Мы, получается, в даггерах так называемые более умелые, как и в коротких мечах, так называемые скиллованные, а в топорах мы просто на уровень умелых, а эксперты в даггерах. Короткие мечи, собственно, у нас скиллованные, дартс, собственно, это дротики, у нас тоже скиллованные. Собственно, акс — это у нас был артефактный топор, мы его качали, двуручный. Для этого нам дали базовый уровень на него. Вот, поэтому поднимаем все предметы и убираем, собственно, в сумку то, что нам не нужно. В частности, нам не нужно скролл 5 уровня, нам не нужен спеллбук, нам не нужна одна телепортация, также нам не нужна вторая палочка копания. Дублирующая у нас одна есть, вторая нам не нужна. Одна закончится, поднимем вторую. Убрали ее в сумку. Также стоит посмотреть по поводу сумки, что у нас есть. Вообще поушена 4 чистой воды отлично есть, и экстра хилинг замечательно. Также смотрим наличие телепортации, скролл телепортации, так называемого свитка. Если он есть, его стоит взять с собой. Единственная проблема в том, что нас прожечь могут огнем. Но это, чтобы защититься, нужно иммунитет к огню иметь. Пробежимся повыше, посмотрим, что нам. Собственно, змея подвязочная, но она нам ничего не должна сделать. Одеваем на глазник, так называемый блинфолд. Смотрим, кто вообще есть на текущем уровне. На текущем уровне никого нету. Пробежимся. Я сказал, пробежимся, посмотрим. Нам не дают бежать. На нас собака сагрилась. Хотя, по сути, причем это огромная собака, большая. Она на нас сагрилась. Как вариант, ее можно с собой взять. Для этого фортун куки, который у нас присутствует, счастливая печенька, мы ее просто кидаем в собаку, и она приручается.
мы видим, это огненная, если не ошибаюсь, сфера, и она взорвалась. Буковка Е, которая с нами была рядом, красного цвета, она была огненной сферой. Одеваем повязку на глаза, чтобы примерно представлять, кто вокруг нас происходит. По крайней мере, на разумных существ это работает. Это талант телепатия, который мы получили от летающего глаза. Мы перешли в универсальный уровень. Собственно, тут у нас присутствует гигант. Это был фиолетовый гриб, собственно. Ну, почему мы его не видели? Потому что у нас нет способности видеть невидимое. И из-за этого мы его не... Гриб, он вегетарианский, то есть его можно есть без проблем. Но единственное, там он, если не ошибаюсь, дает галлюцинации, но это и не так критично. Мы, кстати, можем съесть сейчас, и узнать. Собственно, как я говорил ранее, он нам дал галлюцинации, и вокруг нас, смотрите, сразу
Он нам говорит, что невидимым я тебя не пущу. Ну и ежу понятно, что ты меня не пустишь невидимым. Переодеваем, снимаем плащ магической защиты, одеваем бинты мумии. Продаем ему. Как же ты подмораживаешь, товарищ торговец. Идите вы в лесу погуляйте. Продаем ему то, что мы хотели продать. Собственно, это топор, меч, щит эльфийский. Ну, он копейки нам платит, конечно, за них, но все же. Смотрим, что у нас это Blood Melt, Bandit Melt. Ну, это доспех тяжелый достаточно. Зелье парализации у нас без защиты бесполезен. Литриум кристалл — это самый дорогой кристалл, который... Слинг — это, собственно, проща. Фуд рацион — нужная вещь. Для еды Буардхи — большая кирка. И Поушен второго уровня пока непонятен, что из себя представляет. Платмел тоже достаточно тяжелый доспех, один из лучших, но по весу, конечно, ужасен. И я рекомендую использовать дворфский митриловый доспех, если у вас ничего. Либо эльфийский. А не вот эти вот тяжелые доспехи, потому что, ну, они эффективны, если у вас вообще ничего нету. Ни дворских, ни митриловых. Ну и, собственно, дай нам выйти. Торговец нам дает выйти. Мы переодеваемся обратно в наш плащ защиты от магии. Бежим, поднимаем нашу сумку. У нас 23 предмета. Убираем монеты лишние, которые мы получили с продажи у торговца. Бежим, получается, во-первых, к мимику. Подтягиваем за нами нашего питомца, чтобы он не отставал. Собственно, убили мы мимиков. Двигаемся дальше. Тут у нас получается гигант и 3 гнома. Видим, что гномы активизировались. Нарисовался гигант. Стоит облегчить вес. Для этого нужно дропнуть сумку. Этот гигант начинает нас атаковать. Мы снимаем повязку с глаз, чтобы его видеть. Что вообще гигант из себя представляет? Направляем на него стеноскоп. Он представляет, у него армор-класс 0, что уже выше, чем у предыдущих ребят был. И 38 хп. Ну, хп, конечно, не так сильно много. Он благочестивый, то есть life full, и поэтому, а мы нейтралы. Соответственно, мы его можем смело забивать. Главное, чтобы наш животное не съело. Вот я из-за этого не люблю ходить с животным, потому что он ест трупы. Трупы гигантов нам с некоторой вероятностью могут дать... Ну, видите, да? То есть это животное съело его, и у него теперь 8 уровень и 49 хп. Точнее, 49. А знаете почему? Потому что труп этого животного, ну, точнее, гиганта, если быть точным, дал ему силу, которую я хотел сам получить. Вот я поэтому и не люблю питомцев в этом вопросе. Они, конечно, полезны, никто не спорит, но они крысят просто еду откровенно. Убиваем, собственно, гнома и убиваем второго. Гнома можно еще поесть, у него сытость не такая большая, которую он нам дает, но все же. Тут присутствует стекло, тут 2 стекла и, собственно, статуя солдата Анта. Солдат Ант, честно говоря, самый достаточно тяжелый противник. Я с ним сталкивался на одном из профилей, он ужасен. Одеваем повязку на глаза, чтобы продолжать видеть, что происходит вокруг нас. Собственно, к нам кто-то идет. Это либо мартышка. Это мартышка. Самое интересное, мартышка, она даже благочестивая, она может на нас сагриться.
Поэтому мы догоняем мартышку. Но, видишь, нам атаковать нам говорят, что вы не можете. Но на самом деле мартышка, она сама начнет атаковать рано или поздно. Точнее, как атаковать? Чем мартышка вообще... Она, собственно, сама эта мартышка, она геморрой вам доставляет тем, что она начинает ваши вещи красть. Она элементарно крадет ваши вещи, и вы из-за этого очень сильно проседаете. Ждем, пока наше чудо-животное подползет. Мне показалось, ладно. Показалось. Видим гнома, видим рад, судя по всему. Кто из них кто? Сейчас посмотрим. Это получается у нас гигантская крыса и, собственно, гном-лорд. И
там до торговца какого-нибудь конкретного. Кстати говоря, ой, не трогай! Вот я перевожу на то, что почему я паникую, потому что сейчас наш питомец, это кокатрис. Кокатрис, он чем опасен, он имеет свойство окаменения. То есть, если вы его будете атаковать... Где он? Вот он. Если наше животное съест труп кокатриса, а он это сделает, поверьте мне, то есть у нас, по сути, сейчас минус питомец будет. И мы с этим ни хрена не сделаем. Потому что труп кокатриса сбивает вас камнями. То есть вы превращаетесь в статую. Его есть нельзя, трогать его руками без перчаток нельзя. Если вы превратились в существо, и, то есть, как говорится, клювом
Надо шлем посмотреть, что он из себя представляет. Может, глядишь, +1 рано или поздно мне продаст. Ну и все. Собственно, выходим отсюда. Меняем обратно плащ на магическую защиту. Почему на магическую защиту? Потому что вас могут начать бить магией. И очень важно будет, чтобы нас не раздамажили. Одеваем повязку на глаза, блинфолд. К нам идет квантовый механик. Как я говорил в одной из ранних версий, возможно, вы видели, в квантового механика можно найти, ну, его, он дропает сундук. Не всегда, но есть вероятность. И сам труп, собственно, дропает. Можно найти этот... Квантовый механик вообще... Кота там можно найти. В одной из версий, из прошлых видео можете посмотреть, там присутствует квантовый механик. Он чем опасен? Ну, если у вас нет сопротивления магии и сопротивления, ну, либо контроль телепорта, он вас постоянно по всей карте будет гонять. Исключение, если только вы с ним встретились на уровне Собакан, то где там телепортация запрещена. А так он вас по всей карте будет гонять. Ты его съел? Серьезно? Ой, блин, животные. Вы видите 2 фут рациона. И вот, во. А, не получилось. 2 фут рациона и все, да? А, да, все, блин, жалко. Я просто думал, что здесь опять ларец получится, либо хотя бы труп животного. Он ничего не ест, ничего, то есть там труп не оставил этот механик. Я просто, он думал, оставил труп, и из-за этого... Труп механики, кстати говоря, дает скорость внутреннюю. Что очень полезно, если у вас ее нету. Вот, например, у меня скорость, сейчас мы смотрим. Для этого стеноскоп нажимаем на себя. И у нас получается Blind Fast Invisibility. Ну, то есть Invisible. Это получается мы слепые, ну, как бы ускоренные и невидимые. Что для нас очень полезно. Ждем, пока наше животное подползет, и бежим на 15 уровень в какой-то веке. Ну давай подползай резче, животное это несчастное. Собственно, это, если не ошибаюсь, йети. Да, йети это именно не статуи йети, а именно сами йети. Йети, они бьют холодом. То есть при поедании можно собрать езистский холоду. Тут присутствуют 2 йети и... Что это у нас такое? Что это у нас такое? И, собственно, лампа. Не магическая. Но не магическая лампа нам не актуальна. Кстати, по поводу Smoky Potion. Если у вас есть Smoky Potion, благословите его и выпейте. Есть маленький шанс на то, что вам появится джин. Маленький. Хотя нет, не выпейте, а именно возьмите в руки через команду RUP, повзаимодействуйте с ним. С этим, со Smoky Potion. Если вам повезет, и вы сможете вытащить желание. Ну, то есть любой предмет из игры в разумных пределах, разумеется. Пожелать. Вот смотрим, если у нас Smoky Potion.
Тут нужно искать выход сразу же. Трупы здесь монстры не оставляют, поэтому нужно просто пробежать максимально быстро и притянуть к себе. Благословленный легкий эльфийский шлем, мы в любом случае его оставляем. Ай, стой, куда ты? Благословленный легкий эльфийский шлем, мы его в любом случае оставляем, даже если он нулевой. А он +1. Ух, нам повезло. Этот шлем +1, то есть тем самым у нас уже армор класс 11, не 10, как был до этого. Можно было, мы Титана не подняли бы, Титан надо убивать было прямо на этом, на алтаре. Опять же, видите, тут темно, надо включать свет, то есть либо палочкой света, либо источником освещения, такие как фонари, лампы, свечи и так далее. Либо вот заклинанием в моем случае. Либо просто можно походить. Но проблема ходьбы в том, это у нас, если я не ошибаюсь, имп может быть. Да, это имп. Имп не самый сильный противник, но на начале он очень сильно подбешивает. Мы нашли сундук, мы нажимаем на него команду антрап и несколько раз, потому что с первого раза он не всегда срабатывает. Я обычно до 3 нажимаю и потом пытаюсь открыть сундук. Нам дали спеллбук и 2 Blue Gems. Спеллбук Invisibility. Мы подбираем, но спеллбук очень тяжелый. Блин, спеллбук очень тяжелый. Да. Можно его, наверное, обратно тогда выложить. Инвиз, потому что нам не нужен.
Ты ящик поднял! Вот тупое животное! Нахрена ты поднял ящик? Поставь его на место! Spellbook кладем обратно, гемы сейчас прозвоним через команду root. Выбираем Touchstone, нажимаем Blue Gems. Это какие-то драгоценный камень, судя по всему. Драгоценный камень, поэтому мы его убираем вниз, выбираем сумку, выбираем гемы, выбираем убрать камень. Кстати говоря, можно сходить до торговца, что мы, наверное, сейчас и сделаем. Нажимаем повязку на глаза, чтобы у нас форс-мажора никакого не было, ни на кого не наткнуться. Никого вроде рядом нет. Кстати, у нас и животное пропало.
Желе, собственно, это вегетарианская еда, поэтому наш питомец его не хочет есть.
потому что мы бы ее не стали есть, нам бы написали, что вы каннибалы, и вы не можете есть нюрсу, и из-за этого вам там, нате вам дебаф какой-нибудь в виде ограничения. Ну, вот видите, он ест, да, ну, это питомец наш. Он ее съел, то есть трупик отсюда испарился. А нюрса, если ее поедать, она может дать, собственно, 54. Нюрса, если ее поедать, она может дать дополнительное хп. Как и зелье дополнительного исцеления, либо полного исцеления. Ладно, всем большое спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.